Телекомпания НТВ представляет. К 300-летию основания Российской империи, к 300-летию основания Санкт-Петербурга. Петровская столица основана буквально в пушечном выстреле от границы. И хотя первые строили Петропавловскую крепость, ее бастионам так и не было суждено обороняться от врагов. Пушка в Петербурге поначалу била, извещая о начале Петровских ассамблей. Но, конечно, самая знаменитая традиция – это пушечный выстрел в полдень. Теперь стреляют, сверяясь по радио, на 6-м сигнале точного времени. Орудие! Еще один день в 300-летней истории Российской империи и Санкт-Петербурга. В великой стройке нового мира северная столица начинается с каторги. По 40 тысяч мужиков сгоняют каждый год со всей страны. Живут они под открытым небом, землю таскают в подолах рубах. От цинги и дизентерии одно спасение – водка, настоянная на сосновых шишках, по-теперешнему джин. Не меньше 100 тысяч душ легло костьми в основании города. Мрут? Мрут. Людей вольных в Петербург переселяют тоже насильно. Ремесленников, купцов, дворян. Само слово «Нева» – «нево». По-фински то и значит «болото». Жизнь на нем считается государевой службой. Отлучаться нельзя. Честолюбивый Меньшиков и тот не рвался в первые петербургские губернаторы. Назначенный, он строит в указанном ему месте дворец и обязан проводить в нем главные вечера ассамблеи. Нева тогда плескалась прямо у парадного подъезда. Для прибывающих гостей на балконе играет оркестр, а прибывают гости только по воде. Чтобы не стеснять движение кораблей, Петр запрещает ставить мосты на Неве. Только после смерти императора Меньшиков наведет самый первый мост, наплывной. Вот так, прямо от своего дворца на Адмиралтейскую сторону. Из всех искусств для империи важнейшим является архитектура. Ею государственная власть ставит памятники своей эпохи. 3 итальянца постарались для Петербурга особо: Трезини, Растрелли, Росси. Золотое сечение храмов и дворцов своей южной родины они перенесли в северную Пальмиру, став русскими архитекторами. Польский путешественник о Петербурге, 1720 год. Кому попало с болота, тот помучился, пока установил фундамент. Хотя дома и отстроены, они трясутся, когда около проезжает экипаж. Гражданское строительство ведут по ранжиру. Первый архитектор города Доминико Трезини разработал типовые проекты домов. Одноэтажные для подлых, с мезонином для зажиточных и двухэтажные для именитых хозяев. И еще каждый домовладелец мастит камнем полосу перед своим владением в сажень шириной. Получается тротуар. В крепости Трезини строит заложенный царем собор святых Петра и Павла. Эта туристическая точка называется «Обзор ангела». Шпилем Петропавловского собора новая столица по-особому утверждает свое превосходство перед старой. Впервые в России нарушен вековой запрет строить что-либо выше колокольни Ивана Великого в Московском Кремле.
Петропавловский останется самым высоким сооружением империи вплоть до постройки нового главного собора Исаакиевского. А ангела-хранителя города и тогда можно было рассмотреть только в подзорную трубу с противоположного берега Невы. Трезини построит здание 12 коллегий, первый совет министров. По размаху тогдашней бюрократии тут думали поместить вообще все правительственные учреждения, все тогдашние 12 коллегий министерств, но помещений хватит ненадолго. Трезини, его еще называли по-русски Андрей Трезин, составляет план Александра Невской лавры. В этот монастырь на Петербургской окраине Петр сам перевозит на лодке доставленные из Владимира мощи святого князя Александра Невского. Церемония имеет смысл особый. По преданию, на этом самом месте еще в 1241 году князь Александр Ярославович разбил шведов и оттого стал Невским. Теперь на месте ратной славы предка впору повторить: кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Нарождаясь, империя демонстрирует преемственность своих исторических задач. Она отвоевывает исконные земли отчич и дедич. Швеция вон а где, а Полтава вон а где. Так далеко на юг ни до, ни тем более после шведы не заходили. Русские заманивают неприятеля вглубь огромной страны, оставляя после себя разоренные земли. Шведы страдают от бескормицы в многомесячном изнурительном походе. А русские все отступают и отступают, пока не выбирают позицию, самую удобную для себя и самую неудобную для неприятеля. С тех пор в русском языке положение хуже некуда называется «как швед под Полтавой». Карл добивался решающего сражения и не верил в него. Казалось, русские снова уклонятся. Пушкин. Казалось, Карла приводил желанный бой в недоумение. Вдруг слабым манием руки на русских двинул он полки. Петр волновался еще больше. Его армия уже воюет с противником на равных, но впервые после страшного поражения под Нарвой она сошлась в битве с главными силами под предводительством шведского короля. Сей грозный час должен решить судьбу Отечества. Не помышляйте, что сражающийся Петра, но за государство Петром рученное. И сей грозный час решил судьбу Отечества. На Полтавском поле среди этих лощин Россия стала великой державой. А Швеция перестала ею быть. Поначалу там еще жили настроения реванша за поражение, полученное на месте нынешних картофельных самозахватов. Но потом шведы потеряли свои владения, Финляндию и Норвегию, успокоились, занялись внутренними делами. И в конце концов Швеция превратилась в сказочно благополучную страну второго ряда. Петер Энглунд, шведский историк. Одна из дорог, приведших к нынешнему преуспеванию Швеции, брала начало под Полтавой. Король Карл накануне сражения был ранен в ногу, его перевозят на носилках. Конница опаздывает к месту сбора перед боем, и атаковать еще затемно шведы не успевают. Русские редуты оказались маленькими крепостями, без специального снаряжения не возьмешь. Удача изменила шведам, а у русских ни одного неудачного хода, которым противник мог бы воспользоваться. Свою победу русские одержали по всем тогдашним канонам ведения боя, а организация огня была просто образцовой. Вот, до следующего русского редута 200 метров, там, где обелиск. Пока противник на большем расстоянии, по нему стреляли железными ядрами. С 200 метров начиналась картечь, тогдашнее оружие массового поражения. Значит, оболочка,
и внутри нее свинцовые пули и сеченое железо. Эффект получался почти пулеметный. С таким расчетом ставили редуты друг от друга, чтобы иметь возможность для перекрестного огня. И уже совсем близко, с 50 метров, пехота начинала огонь из своих мушкетов. Вообще, прежде русская армия все-таки походила на ополчение. Это было скорее войско восточной страны. Полтава довершила создание русской армии уже совершенно западного типа, и в ближайшие 250 лет эта армия будет участвовать во всех крупнейших войнах Европы. Переломный момент. Шведы все-таки прорвались за редуты, и русские во главе с самим Петром и Шереметьевым идут в контратаку. Пушкин. Ура! Мы ломим! Гнутся шведы! Случилось невиданное. Шведы беспорядочно отступают, а потом и вовсе бегут. Русское ядро угодило в королевские носилки. Карл с трудом садится верхом. Одно за другой под ним убивают 2 лошадей. Король едва не попадает в плен. Русские захватывают весь шведский генералитет, принца Максимилиана Эммануила и премьер-министра Пипера. Вместо преследования остатков неприятельской армии Петр устраивает пир победителей. К столу! Все! Сросшиеся деревни Петровка и Семеновка, в полях за которыми и происходила Полтавская битва. Теперь за околицей деревни кафе-бар с видом на исторический памятник. Подают Славутич, местное пыво. А тогда на знаменитом пиру посредь покрытого трупами поля Петр Великий собственноручно разливал водку. Почетными гостями за царским столом были, как известно, пленные шведские генералы, и Петр пил за них, как за своих учителей в ратном деле. И за учителей своих за здравный кубок подымает. Правда, фельдмаршал Рейншельд недовольно пробурчал: «Хорошо же вы нам заплатили за эту свою учебу». В Северной войне тянутся еще целых 12 лет. Петр, войдя во вкус европейской политики, впутывается в бесполезные коалиции, и русские часто бьются не за свои, а за союзнические интересы, и победа отдаляется. Но со Швецией, великим противником, покончено. Петер Энглунд, шведский историк. Шведы покинули подмостки мировой истории и заняли места в зрительном зале. Что ж ты? До войны железо в России было обычно импортным, причем именно шведским. Война потребовала много нового металла, а тут даже и старого негде взять. Нашли хорошую руду на Урале, поставили там казенные заводы, но они все никак не могли начать работать. Проблему эффективного хозяина Петр решает просто: отдает госсобственность Никите Демидову. Это один из лучших тульских оружейников и почти единственный русский среди промышленников. Империя провернула важнейшую сделку по приватизации. Государственное унитарное предприятие «Невьянский механический завод». Теперь это снова госсобственность. Башня не падающая, как Пизанская, а наклонная. Ее такой и построили. Куранты, привезенные сюда из Англии, служили заводским гудком. Они сейчас бьют каждые 15 минут. Построенный в петровские времена заводоуправление – это памятник предательству дела русской буржуазии. Башню Демидов поставил в честь своего перехода из купечества в дворянство. Предательство – это, правда, вынужденное. В стране ведь нет рынка рабочей силы, этого непременного условия развития капитализма. А есть только крепостные мужики. И значит, всякий промышленник должен быть дворянином-крепостником. И еще нет гарантии неприкосновенности частной собственности. Ее, в общем, в любой момент могут отобрать. И все-таки права привилегированного дворянства, они лучше защищены, чем права купечества, которое остается подлым сословием, чуть лучше крестьянства. Какая уж тут сословная гордость. Вон Демидову пришлось отказаться не то что от высокого звания буржуа, ему от собственной фамилии пришлось отказаться.
Он же был Никита Демидович Антуфьев. Это Петр его ласково по отчеству называл Демидыч. Вот он и стал для пущего царского удобства Никитой Демидовым, первым олигархом империи. Протекционизм Петра безудержный. Демидов фактически хозяин Урала. Он освобожден от пошлин и сборов. Он может принимать на свои заводы беглых крестьян и преследуемых властью раскольников. По масштабам вседозволенности принудительного труда ради стратегических задач дело Демидова сопоставимо только с военными предприятиями ГУЛАГа. Само государство Урал так быстро не освоило бы. В царских канцеляриях даже слова такого не знали. Все называли Сибирью. Демидов основал города-заводы – Невьянск, Златоуст, Нижний Тагил. Здешние доменные печи в XVIII веке считались лучшими в мире. К концу жизни основателя династии более половины металла страны выплавлялось на заводах Демидовых. Продукция с фирменной маркой «Соболь». В смысле, что металл ковкий, податливый к обработке, мягкий как мех. Металлургия, оружейное дело – это все сугубо тяжелая промышленность. Демидовы зависят не от широкого потребителя, а от армейского госзаказа. В принципе, отсюда можно вести родословную известной шутки про отечественную промышленность, что чего мы не начнем делать, у нас все равно получается танк. Демидовы с их вот уж действительно железной хваткой могли бы выпускать что угодно. Благодаря им Россия вышла на первое место в мире по выпуску металла. Совсем как при советской власти, когда ставились такие же задачи, и тоже ресурсов сдавалось без счета, и также промышленности становилось больше, а капитализма меньше. Многие заводы и фабрики фиктивные. Их хозяева только числятся фабрикантами, чтобы пользоваться льготами для промышленников. Монополия государственной торговли покрывает один товар за другим, разоряя купечество. Уломал купцов. Я уж с ними и так, и сяк уж. Вот. Двукратное вздорожание казенной соли обрекло страну на мор и вызвало соляные бунты. Петр не постеснялся быть фальшивомонетчиком, облегчая серебряные монеты или чеканя вместо них медные при сохранении прежнего номинала. Денег на войну все равно не хватает, и остается одно – увеличивать подати с населения. Доноситель Сенату. При дальнейшем увеличении податных тягостей может остаться земля без людей. Для лучшего сбора налогов Петр впервые делит Россию на субъекты империи, на губернии, разослав на места 8 государевых полномочных представителей. Налоги изобретаются невероятные. На шапки, сапоги, на бороды, на свадьбы. Налоги с пчелиных ульев, с печей, с бань, с арбузов, огурцов и орехов. И главный налог – подушная подать, то есть с каждой души мужского пола. Душа не живая, а счетная, по результатам последней переписи населения. В ведомости до следующей переписи не включаются новорожденные и не исключаются умершие. Так появились те самые мертвые души и совсем фантастические 1/8 души, душа с четвертью и прочее. Радищев. Мог бы Петр славнее быть, утверждая вольность частную. По сути своего царствования феодал с государственным кнутом, лично Петр, видимо, был искренне расположен к частному предпринимательству. В подражание идеалу Голландии велел Васильевский остров в Петербурге, как Амстердам, весь разрезать каналами для лучшего сообщения. Мол, на этих грядках вырастет зажиточное купечество. Издали 16 указов о заселении Васильевского.
Это вторая линия Васильевского острова, а то не противоположная ее сторона, а уже следующая улица, третья линия. Потому что здесь их должна была разделять вода канала. Но оказывается, что даже если вот так вот часто-часто разрежешь остров каналами, все равно не получается Амстердама. По государеву указу не возникают экономический либерализм, третье сословие, что там еще, благоприятный инвестиционный климат, средний и малый бизнес. От попытки построения острова капитализма на отдельно взятом Васильевском острове остались только эти линии, разные стороны которых как два берега у одной реки. Думали прорыть аж 259 верст каналов. Выкопав первые, обнаружили, что возить по воде некому и нечего. Нет ни купцов, ни товаров, ни покупателей, и каналы закопали. Одна из первых побед в Северной войне – взятие русскими шведской крепости Мариенбург. Крепость небольшая, особого стратегического значения не имела, но оттуда происходит вторая жена Петра Великого. Остров на озере. Там была крепость Мариенбург. Теперь это все латышский городок Алуксне. Считается, что этот холм, его насыпали русские солдаты. Они натаскали землю шапками, чтобы с возвышения было удобнее обстреливать крепость на том берегу. Это и решило судьбу Мариенбурга. Крепость сдалась, а русскому командующему фельдмаршалу Шереметьеву среди прочих трофеев досталась пригожая 18-летняя мариенбуржка Марта Скавронская. В России ее переименуют в Екатерину, даже дадут ей на некоторое время фамилию Трубачева, поскольку прежде чем попасть в русский плен, она еще здесь, в Мариенбурге, успела выйти замуж за солдата-трубача. А уж после станут именовать государыней императрицей Екатериной Алексеевной. У старика Шереметьева Марта полгода служила портомоей, то есть портки стирала, прачкой была. Потом ее забрал к себе Меньшиков. Александр Юрьевич, последняя радость. Отжимались. Потом, ночуя у Меньшикова, Петр велит Марте посветить в спальне, дает 2 рубля и увозит с собой. Скажи ей, чтоб взяла свечу и посветила ее в спальне. Петр держал целый штат медрес, но Марту Екатерину он выделял из всех. Только ею рожденных детей признавал за своих. Через 10 лет после пленения свадьба. Государь не разведен с отправленной в монастырь своей первой женой, Евдокией Лопухиной, и потому на Екатерине Скавронской женится адмирал Петр Михайлов. Но еще через 12 лет муж торжественно коронует жену в Успенском соборе Кремля. Эти 2 дуба в Мариенбурге, их посадил пастор Глюк, закончив перевод Библии на латышский язык. Марта, будущая Екатерина, жила у пастора в приемных дочерях, воспитанницей и служанкой. Однако ее просветитель Глюк не удосужился даже научить читать и писать, и первая русская императрица так и осталась неграмотной до конца своих дней. Русский государь впервые женился на иностранке. На ком именно? Кем была Марта Скавронская? Лифлянткой, шведкой, по-шведски она говорила. Ее еще называли немкой. И даже жила легенда, что вот Петр завещал всем следующим императорам тоже непременно брать в жены немок. Если это так, то Петровский завет выполнялся неукоснительно. Екатерина рожала 12 раз. Выжили лишь 2 дочери. Обе появились на свет еще вне брака. Анну Петровну выдадут за одного из немецких принцев. Ее сын, вернувшись в Россию, станет Петром III. А Елизавета Петровна сама 20 лет будет русской императрицей. Обычное обращение Петра в письме к жене. «Катеринушка, друг сердешненькой, здравствуй». Царю Мастеровому очень подошла царица-прачка.
Она пила наравне с мужиками, могла наспор поднять церемониальный жезл, тяжеловатый для австрийского посла. Эта простолюдинка одна умела гасить вспышки страшного гнева Петра. Обняв его голову, унимала нервные судороги. Петр успокаивался и засыпал. Петр, отец-основатель, не сумел воспитать из своего наследника сына-продолжателя. Царевича Алексея, рожденного в браке с Лопухиной, Петр возил с собой под Нарву и в Полтаву. Алексей учился в Германии, после жил в Петербурге, но вкуса к власти не чувствовал и отцовских нововведений не любил. Дождаться его царствования рассчитывают последние оставшиеся ревнители старины. Царевич, мы только тем и живы, что надеемся на твой царский венец. Сам Алексей порывается уйти в монастырь. Петр требует от сына окончательного решения. Прихватив с собой любовницу Финку, крестьянскую девку Ефросинью, царевич в смятении бежит за границу. Царевич Алексей уже полгода колесит по Европе, забираясь все дальше от России. Вена, потом Альпы, потом юг Италии. Здесь, в Неаполе, он проведет еще полгода, свои последние дни на свободе. Алексей не знает, что местоположение его известно, за ним по пятам следовали русские агенты. И чтобы вернуть его назад на родину, в Неаполь уже отправился опытный дипломат Петр Толстой. Царевич по своей воле вернуться должен. Петр Толстой уже пожилым человеком впервые поехал в Европу, выучил языки, служил первым русским послом в Стамбуле, теперь тайный советник. Как раз по нему деликатное дело. Наследник престола просит политического убежища на Западе. Толстому 72 года, но старый лис по-прежнему легок на подъем, деятелен и хитроумен. Из жалованной мне звезды алмазы выковырял и продал. Чтобы письма добыть. Тогдашние высокие ордена их давали не только как знак почета, но и как драгоценность. Они были ювелирными изделиями. И вот так в случае нужды взять и из ордена выковырять камушек и продать, это было обычным делом. Но самую главную свою награду, высший орден России, орден Андрея Первозванного, Толстой получит за возвращение царевича Алексея отсюда, из Неаполя, за эту первую в истории России спецоперацию за границей. А что касается подкупов, то за 160 червонцев Толстой привлекает на свою сторону некого Вейнгарта, секретаря неаполитанского вице-короля. Уже на второй день после своего прибытия в Неаполь, здесь, в Королевском дворце, тайный советник Толстой и капитан гвардии Румянцев встречаются с царевичем Алексеем. Алексей в ужасе. Он умоляет вице-короля не отдавать его соотечественникам. Ну, опять Толстой идет. За 6 дней 3 встречи. Толстой то угрожает, то сулит подарки, то объявляет о возможном приезде в Неаполь самого Петра. Наконец, сломленный Алексей соглашается ехать, при условии, что дома ему позволят, женившись на Ефросинье, поселиться в деревне. Возвращение царевича в Россию – это только пролог самого большого и громкого политического дела Петровской эпохи. Для его расследования учредят знаменитую тайную канцелярию, первую настоящую спецслужбу России во главе с Толстым. Толстой – первый русский с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками. Шейка-то у тебя беленькая. Не про тебя это. Ну, как по такой шейке да топором тяпнуть? Что всегда особо ценится в госбезопасности, Толстой сумел обойтись без скандала в Европе. Внешне дело представил не политическим, а сугубо личным. Так случилась семейная размолвка, но блудный сын сам вернулся к заботливому отцу. Карабинери, полиция.
За свои успехи в политической разведке и контрразведке Петр Толстой получил графский титул. Это с него на Руси пошли графы Толстые. И граф Лев Николаевич Толстой был его пра-пра-пра-правнук, наследник в 6-м колене. А граф Алексей Николаевич Толстой – наследник в 7-м колене по другой линии. Красный граф Толстой, он по-родственному так подробно описал своего предка. Северные ворота Королевского дворца в Неаполе. Туда идет дорога в Россию. На воротах кони работы Клотта, копия тех, что стоят в Петербурге на Анечковом мосту. Коней подарил праправнук, наследник в 4-м колене Петра I, император Николай I. Вот так вот все у нас переплелось. С пристрастием проведенное дома дознание приводит Петра в ужас и ярость. Сколько людей только и ждут, когда корона перейдет к Алексею, и все опять пойдет по-старому. Петергоф, то есть двор Петра. Петр сам проектировал свою летнюю резиденцию близ столицы на берегу Финского залива. Еще нет знаменитых петерговских фонтанов. Вокруг Тиш стоит только Монплезир. Мое удовольствие. Любимая дача царя. Петр действительно допрашивал сына, но что в Монплезире, в этом зале с полом в шашечку, легенда, придуманная живописцем Николаем Ге. И сцену в советском фильме снимали явно с оглядкой на историческое полотно, и то не единственный грех против истины. На самом деле заговора не было. Были разговоры и были письма, даже не отправленные адресатам. Не существовало никакого плана действий. Алексей по своему характеру вряд ли вообще был способен на решительные действия. Конечно, тогда казнили из-за намерения. Но страшнее всего для Петра, что после него на престол может зайти, пусть пока и пассивный, но противник его дел. Царевича пытают. Царевну Софью, подстрекательницу вооруженного бунта, Петр и пальцем не тронул. Против Алексея свидетельствует Ефросинья. Сам Алексей выдает всех, чьи настроения ему известны. С внутренней оппозицией покончено. Сколь-либо влиятельных фигур, желающих смены государственного курса, не останется. Но чтоб понадежнее обезопасить будущее своего дела, Петр решает казнить и сына. На что Иван Грозный был кровопиец, но сына своего убил в припадке и каялся горько, а тут вынести приговор. Сенат, конечно, сам не отважился бы на высшую меру наказания. Алексей не дожил до исполнения приговора 2 дней. То ли впрямь скончался от апоплексического удара, то ли задушили. Петр издает указ о престолонаследии. Государь сам назначает себе преемника, хоть даже и не члена царской семьи, а может передумать и назначить другого. В духе эпохи естествоиспытателей выше всего ценится купленная в Голландии коллекция заспиртованных трупиков. Ею основывают первый русский музей – Кунсткамеру. Петру советовали продавать билеты по рублю. Он же, напротив, велел каждому посетителю наливать рюмку водки. Многие диковины пережили века. Скелет человека по прозвищу Буржуа, рост 2 метра 27 сантиметров. И, конечно, банки с уродцами. В одной Кунсткамере теперь миллион экспонатов, и есть коллекции богаче и серьезнее, и все можно увидеть в интернете. А вот ишь ты, заспиртованные петровские уродцы так и остаются самыми знаменитыми экспонатами России. То ли это только вкус самого Петра, автора первого музейного указа о приносе родившихся уродов и найденных необыкновенных вещей, то ли это Петр верно рассчитал, что люди, приходящие в музей, чтобы простодушно воскликнуть «эко-диво», они и есть самая благодарная публика. В общем, Петр много что понимал про уродов и людей. С рубежа веков Петр начинает новое летоисчисление. Не от сотворения мира,
как прежде, а от Рождества Христова. И 7208 год становится 1700-м, а наступление Нового года переносят с 1 сентября на 1 января. Цифры тоже другие. Свои, обозначаемые буквами кириллицы, меняют на арабские. Издаваемая Петром первая русская газета «Ведомости» маленького карманного формата. Из первого номера «Ведомостей». Гаубиц и мортиров вылито 400. Индийский царь послал в дарах государю нашему слона. Из Казани пишут: нашли много нефти и медной руды. Петр вводит гражданскую азбуку. Церковная трудна для письма и чтения. Лично выбирает образцы написания, вычеркивая негодные варианты. Так до Петра писали 1703. Год, в котором по новому исчислению Петр начал выпускать свою первую газету. Что касается изменений в алфавите, то это множество упрощений. Была такая ща, стала наша нынешняя. Была такая я, стала наша нынешняя. Еще важнее, что этим гражданским шрифтом пытаются писать, как говорят. А до этого речь и текст были очень различны. Это было два разных языка. С Петра начинается 300 лет движения русского письменного к русскому устному. Окончательно они сошлись уже в наши дни, когда фактически все устное стало печатным. Когда матюги в книгах черным по белому. Кстати, при Петре матюги были теми же самыми, но не печатным считалось даже слово «черт». Теперь же не только речь, но и текст может быть вульгарным, то есть как здесь, на бульваре, или даже площадным, то есть как там, на площади. Новая столица, политический, культурный и торговый центр, растет плохо. Приходится за счет казны переселять в Петербург 15 тысяч мастеровых с семьями. Ради столицы ограничивают внешнюю торговлю через Архангельск. Каменное строительство запрещают по всей России, чтобы в Питере, наоборот, строить только из камня. И Петр из деревянного первоначального дворца переезжает в каменный Летний. Здесь фонтанка вытекает из Невы, а при Петре Нева подходила вплотную к зданию. И этот угол Летнего дворца, он был как будто нос корабля, рассекающего волну. Здесь есть даже навигационное приспособление. Вот 3 циферблата. Хотя дворец, конечно, стоит на месте, но Петр ежедневно сверяется с показаниями приборов. Время 13:07. Направление ветра зюд-вест, юго-запад. И здесь сила ветра, ветер средний, но стрелка периодически отклоняется, фиксируя порывы. Морская пламенная страсть выглядит сущей манией. Летний дворец для непритязательного Петра – дом просторный. Он живет здесь уже с неким подобием того, что называют императорским двором. Летний дворец, он в летнем саду. Петр сам занимался закупкой для него деревьев. Поскольку во дворце помещения тесные, маленькие, то царские ассамблеи проводятся здесь, под открытым небом. После съезда гостей ворота запирают, чтобы никто не вздумал улизнуть. По аллеям разносится запах водки. Ее выносят в огромных чанах. Петр непременно пытается напоить всех, включая беременных женщин, находя это чрезвычайно забавным. А по расставленным в саду скульптурам проверяет знания гостями античной мифологии. Окончание Северной войны отдалил и катастрофический Прудский поход на нынешнюю границу Молдавии и Румынии. Союзник Швеции, турецкий султан, укрывал у себя Карла XII и затевал новую войну с Россией. Петр решает упредить удар. В поход двинулись, рассчитывая на поддержку молдавского господаря и, аргумент на 300 лет вперед, на солидарность братьев-славян. Петр, сербы, так ж и болгары против турку восстанут и к нашим войскам совокупятся. Самонадеянные после Полтавы не позаботились даже о продовольствии, а молдаване помогли не особо, а балканские братушки даже не шелохнулись.
середине июня Петр с войсками выходит к Днестру. До прусской катастрофы еще месяц, но положение уже отчаянное. Вот здесь, на этом рубеже, в русской армии уже 5 дней как нет ни хлеба, ни мяса, не хватает воды и корма для лошадей. Всюду, кроме речных пойм, все или сожжено солнцем, или сожрано саранчой. Туркам можно даже не воевать, достаточно продолжать морить русских голодом. Однако войска продвигаются далее, пока не встречают турецкую армию и крымскую конницу, вчетверо превосходящие силы противника. На атаке янычар русский лагерь отвечает шквальным огнем. Потом сутки затишья. Под угрозой окружения Петр отправляет к туркам парламентеров. Петр был согласен на мир при любых условиях, кроме плена, и при любых территориальных уступках и Швеции, и Турции, кроме сдачи Петербурга. Прусский поход был как бы свадебным путешествием Петра и Екатерины. Накануне похода они тайно обвенчались и на пруд отправились вместе. Сравнительно не тяжелые для России условия договора объяснялись еще и тем, что Екатерина через парламентеров, видимо, передала великому визирю все свои драгоценности. Вернувшись, сыграют многодневную шумную свадьбу. В память о достойном поведении супруги в военном походе Петр учреждает женский орден Святой Екатерины. Петр, награждая жену. Упрута в опасное время не как жена, но как мужская персона, видимо, всем была. Отрезвленный южной неудачей, Петр более от Северной войны не отвлекается. Шведов, разгромленных на суше, нужно еще одолеть на море. Полуостров Гангут в Финском заливе. Шведский флот преграждает дорогу русским кораблям. Петр велит построить здесь, через этот узкий перешеек, переволоку, деревянный настил. Хочет перетащить корабли сюда. Шведы про это узнали, и часть их флотилий обходит полуостров, чтобы встретить русских здесь. Петр ждал такого решения. Переволокой он даже не воспользуется. Русские прорываются мимо первого шведского отряда, тоже обходят полуостров и запирают второй шведский отряд в бухте. Артиллерийская дуэль, потом Петр лично участвует в абордажной атаке. Захвачено 10 неприятельских кораблей. Оставшаяся часть шведского флота отходит к Аландским островам. Русская победа на море ужасает Швецию. Страну более ничто не прикрывает. Королевский двор начинает эвакуацию из Стокгольма. В Петербурге ставят триумфальные арки со скульптурами «Орел на спине слона». Орлы – это, понятно, русские, а слоны – это из-за названия флагмана шведского флота – «Элефант». До мира еще 7 лет. Петр, меривший Северную войну именно семилетиями, считал, что затянул ее в 3 раза. На 21-м году боев, 15 сентября 1721 государь лично объявляет о заключении мира со Швецией с борта вошедшей в Неву бригантины. Камер-юнкер Берхольц. Царь имел через плечо перевязь, на которой висел барабан, и исполнял свое дело превосходно. Петр не зря торжествовал с победной вестью, вплывая в Неву. Войну затеяв, он начал строить свою страну. И, победив, может считать дело жизни сделанным. Совсем не падки на награды, Петр теперь, как заслуженный, принимает от Сената титулы «Великий» и «Отец Отечества». Его официально провозглашают императором, а Россию – империей.
И кто посмеет назвать империю азиатской? Мало того, что прорубили окно в Европу, но еще с какими широченными подоконником и карнизом. Выборг, Нарва, Ревель, то есть Сталин, Рига. Пировали несколько недель, объявили всеобщую амнистию и прощение недоимок, шутовские маски не снимали даже на заседаниях Сената. Петр I умер не от того, что спасал моряков в ледяной воде, как утверждала легенда. Императора свели в могилу болезни, которые мучили его последние 10-15 лет. Видимо, камни в почках и хронический простатит. Вообще здоровье его было сильно подорвано разнузданным образом жизни, особенно с молоду. Дворец, построенный для государева любимца Лефорта в немецкой Слободе, и эти дворы его свидетели многодневных диких царских попоек. Молодой Петр превратил пьянство в некое постоянно действующее учреждение, в коллегию пьянства. Богохульная пародия на церковь. Во главе этого министерства алкоголизма стоял князь-папа, всешутейший патриарх московский и всея Яузы. Пьянство считалось религией. Принимая в эту веру, каждого спрашивали, пьешь ли? И первая заповедь – напиваться каждый день. Трезвенников отлучали от пьяной веры, от кабаков храмов и предавали анафеме. Профессор Ключевский. Был конклав 12 кардиналов, отъявленных пьяниц, с огромным штатом таких же епископов, носивших прозвища, которые никогда, ни при каком цензурном уставе не появятся в печати. Ровно через 20 лет после Великого посольства Петр снова отправляется в Европу и снова в любимую Голландию, только южную, на лечение в городок Спа. Теперь это территория Бельгии. Минеральные источники здесь называют пухонами. И самый большой из них в центре Спа – пухон Петра Великого. Бельгийцы очень признательны Петру, это ведь с него началась слава минеральной воды Спа. Вон бюст поставили, и внизу мемориальная доска с благодарственной надписью. Слухи об алкоголизме Александра III, они все-таки сильно преувеличены. И, видимо, Петр был самым пьющим русским императором. Так вот, здесь в Спа на 45-м году жизни врачи запрещают Петру алкоголь. Мол, все, свое выпил. Петр в письмах жене называл врачей «запретительные человеки». Не знавший удержу ни в чем, Петр и за лечение свое принялся слишком рьяно. Вот здесь написано «Стол Петра Великого, Пухон, 1717 год». В одно утро на этом источнике Петр умудрился выпить 21 стакан минеральной воды. Из любимых развлечений Петра врачи не против только токарного дела. Пациенту категорически рекомендовано половое воздержание. Петр жене Екатерине. Во время питья вод домашнюю забаву доктора запрещают. Того ради я матресу свою отпустил, ибо не мог бы удержаться, ежели при мне была. Екатерина к сохранению штата государевых наложниц относилась спокойно, уверенная, что сердце мужа принадлежит только ей. Минеральная вода Спа, она в Северной Европе продается вообще-то повсюду, но воду с источника Жеранстер, вот там, ее считается, что нужно пить непременно на месте. Считается, что какая-то часть ее целебных свойств теряется при транспортировке. И Петр каждый день ходил сюда из города, 3 версты в одну сторону. Пил воду на источнике, сравнивал с той и говорил, что это ему больше помогает. Если сравнивать воду из бутылки и воду из источника, то это с сероводородом и запах соответствующий. А вообще ничего особенного. Неспешные прогулки к источнику, от источника строгий режим. Петр еще и первый русский курортник. С него началось это барское обыкновение – выезжать на воды.
Сам Петр барином так и не зажил. Карету для торжественных выездов брал взаймы у богатых сподвижников. Зато настоящий императорский двор устраивает он для жены, восполняя простонародное ее происхождение. В Петербурге строят первый Зимний дворец, примерно там, где стоит нынешний, третий по счету. Почва осела, и сохранившаяся часть первого этажа Петровского Зимнего в подвале Эрмитажа. Тут главной была хозяйка Екатерина, для нее дворцовые залы, а у Петра опять комнатки сугубо делового назначения. Любимая токарная мастерская. Петр обожал работать на станке, а поскольку культ императора стал складываться еще при его жизни, то сохранилось великое множество петровских инструментов и сделанных им вещей. Вот эта тарелочка, она из пальмового дерева, толщиной в бумажный лист, а выточена на станке. Станок, как бы сейчас сказали, с программным управлением. Вот это медный копир, образец, кстати, по модели Растрелли-старшего. Резец сам вытачивает его уменьшенную копию из дерева или кости. Петр часто работает в присутствии гостей, особенно иностранных, щедро раздаривает эти сувениры, и они расходятся по стране и миру, увеличивая славу неуемного монаршьего трудолюбия. Редкое счастье реформатора. Петр успел увидеть плоды своих трудов. Он переломил с собой историю. Допетровская Русь оказалась древней, после Петровская – новой Россией. Неплюев, посол в Турции, о Петре. На что в России не взгляни, все его началом имеет. И что бы впредь ни делалось, из всего источника черпать будут. Всего 4 мирных года Петра по окончании войны со Швецией. Зрелый государственный муж каждую неделю пишет себе ежедневники. Например, с понедельника по четверг составление адмиралтейского регламента, пятница работа в Сенате, суббота редактирование тома военной истории, воскресенье доклады дипломатов. В этом кабинетике ему становится плохо 17 января 1725 года. И через 11 дней в несохранившейся конторке здесь, на 2-м этаже, он умирает в страшной агонии. Жене, другу сердечненькому Катеринушке, завещал Петр свою империю. Но незадолго до смерти узнал, что императрица ему изменяет с Вильямом Монсом, братом его бывшей возлюбленной. Монса Петр казнил, завещание порвал, а нового написать не успел. Но и без завещания коронованная вдова – самая логичная наследница. На ее стороне и гвардия, и петровские сподвижники с Меньшиковым во главе, которые рассылают по стране этот указ о воцарении Екатерины. Современники в тревоге и смятении. Епископ Феофан Прокопович в проповеди. «До чего мы дожили, о россияне? Что видим? Что делаем? Петра Великого погребаем». Картина Никитина «Петр на смертном одре» написана с натуры. Длиннющий гроб с телом Петра выносили через окно. Ни в одну дверь он не проходил. Сюда, в Петропавловскую крепость, его перевозят по специально построенному мосту. Ни одного постоянного еще нет. Растрелли, но не сын архитектора, а еще отец, скульптор, снял с Петра посмертную маску, и Шемякин использовал ее при работе над своим памятником. Памятник все считают шаржем, но на самом деле это единственный памятник с портретным сходством. Более-менее так выглядел Петр. Худой, огромный, голова маленькая. Высоченную колокольню Петропавловского собора со шпилем, с часами, с боем к тому времени уже возвели. Но стены собора едва поднялись на человеческий рост. Внутри огромного по периметру недостроя временная деревянная церковь. Гроб заколотят, поставят под балдахином. Петр останется непогребенным еще 8 лет. Наконец, в 1733 году, по окончании строительства собора, обретет он последнее пристанище. И его могилой будет основана эта фамильная усыпальница Романовых.
И после кончины Петр остался верен себе, основатель большого и малого, и принципов, и деталей. Смотрите в следующей серии. Царствие императрицы Анны Иоанновны. Курляндия в русской истории. Ужасный Берон, основатель отечественного коневодства. Фонтаны в честь побед дяди Петра. Ледяной дом – самая сумасбродная затея. Царствие Елизаветы Петровны. Веселая царица. Растрелли – царская роскошь барокко. 15 тысяч платьев. Восхождение Ломоносова. Семилетняя война. Русские впервые взяли Берлин. Российская империя. 3-я серия. Завтра в то же время на НТВ.